Представьте себе автомобиль, который безотказно служит вам даже несмотря на пробег более чем в 300 тысяч миль. Причем такие примеры встречаются повсеместно, если, конечно, рассматривать правильные и надежные модели. В сегодняшнем видео я расскажу об автомобилях, которые зарекомендовали себя как самые долговечные и выносливые на мировом рынке. Toyota Tundra. Этот аппарат — настоящий работяга среди пикапов, который ценится за свою стойкость и способность служить годами. Он оснащен мощным двигателем V8, который при правильном обслуживании способен пройти более 250 тысяч миль без серьезных поломок. К примеру, в США зафиксирован случай, когда владелец пикапа за 6 лет проехал почти 900 тысяч миль. Причем за всю историю пользования своей машиной владелец лишь один раз проводил ремонт. Рама и кузов Тундры отличаются высокой коррозийной устойчивостью, что делает этот автомобиль идеальным для регионов с жестким зимним климатом, где на дорогах активно используют реагенты. Подвеска у модели усиленная, что позволяет ей выдерживать тяжелые нагрузки и передвигаться по бездорожью без ущерба для надежности. Автоматическая коробка передач также отличается высокой надежностью, но требует замены масла каждые 40-50 тысяч миль. Зачастую Toyota Tundra выбирают водители, которым нужен автомобиль, который не сломается даже в самых суровых условиях. Honda CR-V. Это один из самых популярных кроссоверов в мире, и его успех объясняется высокой надежностью. Наиболее удачными считаются версии с двигателями объемом 2,2 и 4 литра. Эти моторы легко преодолевают 200 тысяч миль без капитального ремонта, а при должном уходе ресурс может превышать и 300 тысяч миль. Главное своевременно менять масло, следить за системой охлаждения и не перегревать двигатель. Так, один водитель из Канады проехал на своей Хонде более 1 миллиона миль, используя оригинальный двигатель и коробку передач. Подвеска у CR-V достаточно прочная и комфортная, но при интенсивной эксплуатации могут потребоваться замены втулок стабилизатора и сайлент-блоков каждые 60-90 тысяч миль. Автоматическая коробка передач надежна, но масло в ней следует менять каждые 30 тысяч миль. Данная модель — отличный вариант для тех, кто хочет надежный кроссовер на долгие годы. Chevrolet Suburban. Это настоящий американец, известный своими внушительными габаритами, комфортом и долговечностью. Этот полноразмерный внедорожник выпускается уже более 80 лет, что делает его самым долго выпускающимся автомобилем. Модель оснащается мощными двигателями V8 объемом 5,3 и 6 и 2 литра, которые при регулярном обслуживании легко преодолевают от 200 до 300 тысяч миль. Chevrolet Suburban вмещает до 9 человек в 3 рядах сидений, а полный привод делает его идеальным выбором для дорог в зимний период. Подвеска отличается высокой прочностью, но владельцам следует регулярно проверять состояние амортизаторов и шаровых опор, чтобы избежать неожиданных поломок. Помимо этого, Chevrolet Suburban имеет минимальную грузоподъемность до 1500 фунтов, а также плоский и низкий пол багажника, что облегчает загрузку и выгрузку. В целом, это идеальный автомобиль для семейных путешествий и тех, кто ценит комфорт в сочетании с надежностью. Toyota Camry — один из самых популярных седанов семейного и бизнес-класса, который славится своей надежностью и долговечностью, учитывая свой ценовой сегмент. Свое название эта модель берет от японской фонетической записи китайского иероглифа, который имеет значение корона. Модели с двигателями 2,4 и 3,5 литра могут легко преодолеть до 300 тысяч миль без серьезных проблем. Известен случай, когда таксист из США проехал на Camry 1 миллион миль без капитального ремонта двигателя. Коррозийная устойчивость у Camry на хорошем уровне, но владельцам рекомендуется регулярно проверять состояние днища и порогов, особенно в регионах с агрессивной зимней обработкой дорог. Подвеска у модели мягкая и комфортная, выдерживает пробеги до 100 тысяч миль без серьезных ремонтов. Ну а про соотношение цена-качество, пожалуй, и говорить не нужно. Эта модель отлично подходит для тех, кто ищет надежный и долговечный, но при этом комфортный и стильный автомобиль. Honda Accord — это представительский седан, который сочетает в себе стиль, динамику и надежность. Автомобили с двигателями 2,2 и 4 литра обладают огромным ресурсом — от 250 до 300 тысяч миль без капитального ремонта. Владелец Аккорда 90-го года проехал более 1,5 миллиона миль, став рекордсменом среди седанов марки. Аккорд 9-го поколения получил высшую оценку по результатам краш-тест Института безопасности США. Автоматическая коробка передач при правильном уходе способна работать без проблем более 150 тысяч миль. Подвеска прочная и надежная, а кузов обладает хорошей коррозийной устойчивостью. В конструкции кузова 9-го поколения доля высокопрочных сталей достигла 56%, жесткость была увеличена на 40%, при этом сэкономлено приблизительно 150 фунтов веса. Автомобиль прошел краш-тесты по новым американским правилам, которые подразумевают тяжелейший фронтальный удар с 25% перекрытием. В общем, эта модель отлично подходит для тех, кто ищет надежный, комфортный и долговечный автомобиль.
Subaru Legacy. Это автомобиль для тех, кто ценит полный привод и отличную управляемость. Модель была признана автомобилем года в Японии в сезоне 2003-2004, А в 2010-м получил специальный приз за соотношение цена-качество в той же премии. Оппозитные двигатели объемом 2,2 и 5 литра при правильном обслуживании могут пройти более 200 тысяч миль без капитального ремонта. К воздействию ржавчины Legacy противостоит выше среднего, так как при производстве используется сталь, практически не склонная к коррозии, но владельцам следует регулярно проверять состояние порогов и днища. Полный привод делает этот автомобиль надежным спутником в зимнее время, а подвеска обеспечивает комфорт даже на не самых приятных дорогах. В США Legacy используется в качестве служебного автомобиля для почтовых служб благодаря надежности полного привода и долговечности моторов. В общем, эта модель ценится за счет сочетания надежности и безопасности. Honda Civic. Это один из самых надежных и экономичных автомобилей, представленных на мировом рынке. Civic – самая популярная модель компании. К 50-летнему юбилею, проходившему летом 2022 года, выпущено более 27 миллионов автомобилей. Его двигатели объемом 1,5 и 1,8 литра способны без капитального ремонта преодолеть более 200 тысяч миль, а при должном уходе и все 300 тысяч. Многие владельцы отмечают, что этот мотор неприхотлив к условиям эксплуатации и редко требует серьезных вложений. Кузов данной модели отличается хорошей стойкостью от ржавчины, особенно у моделей последних поколений, но все же рекомендуется проводить дополнительную антикоррозийную обработку днища и арок. Подвеска у Civic надежная, но жестковатая, это делает управление более точным, но сказывается на комфорте. Однако даже при пробеге в 150 тысяч миль серьезных проблем с ней не возникает. Эта модель отлично подойдет тем, кто хочет получить надежный и долговечный автомобиль с хорошей управляемостью. Volkswagen Polo – это один из самых популярных автомобилей в своем классе, который славится надежностью и экономичностью. В 2010-м Polo был признан автомобилем года в Европе и в мире. Изначально он был выпущен в качестве модели Audi и имел название Audi 50. Версии Polo с двигателями объемом 1,6 литра способны без капитального ремонта пройти до 200 тысяч миль. Так, например, в Европе Polo часто используют в качестве такси, и некоторые экземпляры перевалили за 350 тысяч миль без особых вмешательств. Кузов у Polo обладает хорошей коррозийной устойчивостью, особенно у более свежих моделей. Однако владельцам более старых поколений нужно регулярно проверять состояние порогов и арок. Подвеска достаточно жесткая, что сказывается на управляемости и устойчивости автомобиля, но при этом отлично выдерживает плохие дороги. Проблемные места – стойки стабилизатора и амортизаторы, которые могут требовать замены каждые 70 тысяч миль. В общем, данная модель – отличный вариант для тех, кто ищет компактный, экономичный и долговечный автомобиль. Mazda 6. Это флагманский премиум-седан с ярко выраженными спортивными чертами, который сочетает в себе надежность и удовольствие от вождения. Двигатели объемом 2 и 2,5 литра при правильном обслуживании легко преодолевают 250 тысяч миль без серьезных поломок. Владельцы отмечают, что двигатель обладает высокой экономичностью и не требует частого вмешательства. На вторичном рынке данная модель нередко встречается с пробегом более 300 тысяч миль, при этом многие водители не сталкиваются с серьезными проблемами двигателя. Слабое место модели – кузов, который легко подвергается ржавчине, особенно на ранних поколениях. Владельцам рекомендуется регулярно проверять состояние днища, порогов и колесных арок, а также проводить антикоррозийную обработку. Подвеска у шестерки жестче, чем у конкурентов, но зато обеспечивает отличную управляемость. Надежность подвески высокая, но амортизаторы и стойки стабилизатора могут потребовать замены. Данная модель – один из самых долгоиграющих автомобилей в своем сегменте. Она завоевала множество наград и премий на разных рынках, от Австралии и США до России и Японии. Toyota Prius. Это первый в мире массовый гибридный легковой автомобиль, который при этом является и одним из самых надежных. Он известен своей экономичностью и долговечностью. Гибридная силовая установка Prius легко преодолевает 300 тысяч миль при правильном обслуживании. Важный момент – своевременная замена масла в двигателе и трансмиссии, а также диагностика состояния батареи. При умеренной эксплуатации гибридные аккумуляторы способны прослужить более 10 лет и почти 200 тысяч миль без замены. Эта модель ценится за низкий уровень вредных выхлопов и малый расход топлива. За свою экологичность и оригинальность конструкции Prius получил множество призов и наград. В том числе признавался автомобилем года в Японии, Северной Америке и Европе. За счет того, что модель не загрязняет природу, она имеет особый статус в большинстве европейских городов. Так, в Лондоне Prius освобождался от уплаты налога при въезде в центральную часть города.
Ну а плюсом в копилку надежности модели идет низкий процент угонов. Так, если в начале десятых годов в США в среднем угонялся каждый 80-й автомобиль, то для приусов этот показатель составил 1 угон на 600 автомобилей. А из этих угнанных 97% автомобилей их владельцы получили обратно. Вся причина в том, что зачастую автомобили угоняются для использования в качестве источника запчастей. А вот с приусами такое не прокатит. Большинство деталей этой модели на другие автомобили не подходят. Opel Insignia. Это автомобиль среднего класса компании Opel, пришедший на смену модели Vectra. Он сочетает в себе элегантность и надежность. После своего выхода в 2008 модель получила свыше 50 международных наград, включая титул «Автомобиль года 2009». Для нее предложили атмосферные моторы 1,6 и 1,8 литров. Они просты, долговечны и в целом довольно надежны, хотя по навесному оборудованию и вспомогательным системам вопросы с возрастом возникают. Этот автомобиль без капитального ремонта и с правильным уходом способен преодолеть до 300 тысяч миль. Автомобиль был первым в линейке Opel, оснащенным системой Opel Eye для распознавания дорожных знаков с расстояния 300 футов. Также шасси этой модели могло изменять поведение в зависимости от того, какой стиль вождения предпочитал водитель – комфортный или спортивный. Подвеска у этой модели комфортная, но при активной эксплуатации могут потребоваться замены амортизаторов и сайлент-блоков раз в 80 тысяч миль. Эту модель ценят за надежность и комфорт, а также хорошую управляемость. Lexus RX – это премиальный кроссовер, который отличается современным дизайном, продуманным интерьером и передовыми системами безопасности. Двигатели объемом 3,5 литра способны без капитального ремонта пройти до 300 тысяч миль, а при бережной эксплуатации и больше, так как моторы славятся своей неприхотливостью. Эта модель получила репутацию самого надежного премиального кроссовера в мире. Кузов автомобиля обладает высокой коррозионной устойчивостью, а материалы отделки интерьера рассчитаны на долгие годы эксплуатации. Автоматическая коробка передач при своевременной замене масла служит около 200 тысяч миль без серьезных проблем. А также в автомобиле установлен комплекс систем активной безопасности. Он объединяет в себе технологии, помогающие избежать 3 самых распространенных типов аварии: столкновение с автомобилем, движущимся в том же направлении, выезд с полосы и наезд на пешехода. А еще эту модель можно считать родоначальником рынка премиальных кроссоверов, так как на момент своего представления в 1997-м она опередила даже таких гигантов, как большая немецкая тройка. Toyota Land Cruiser Prado. Это легендарный внедорожник, который известен своей выносливостью и долговечностью. Двигатели 2,7 и 4 литра способны без капитального ремонта преодолеть более 300 тысяч миль. Например, в Африке и Австралии Land Cruiser используют в экстремальных условиях пустынь и саванн, где такие пробеги считаются обычным делом. В некоторых случаях владельцы сообщают о пройденных полумиллионах миль без серьезных поломок. Прочная конструкция делает кузов практически неубиваемым. Полный привод и надежная подвеска позволяют уверенно передвигаться по бездорожью на таких поверхностях, как песок, крупный щебень или камни, даже при большом уклоне в гору. Последняя модель оснащена 8-ступенчатым автоматом, раздаточной коробкой, системой контроля движения, а также блокировки межосевого дифференциала и задней оси. Так что, по сути, Land Cruiser — это один из самых надежных внедорожников, представленных на данный момент. Toyota Corolla — это одна из самых продаваемых моделей в мире, и это не случайность. По данным книги рекордов Гиннесса, к 2005-му во всем мире было продано свыше 30 миллионов автомобилей Corolla. А по последним данным, за все время производства выпущено более 50 миллионов штук. Автомобиль обладает исключительной надежностью, простотой обслуживания и огромным ресурсом двигателя. Версии с двигателями 1,6 и 1,8 литра способны без капитального ремонта пройти до 300 тысяч миль, а при аккуратной эксплуатации и больше. Кузов данной модели имеет хорошую коррозийную стойкость, но владельцам более старых поколений рекомендуется дополнительная обработка. Подвеска автомобиля настроена на комфорт и надежность, а ресурс стоек стабилизатора и амортизаторов составляет 90 тысяч миль. Коробка передач, будь то механика или автомат, отличается высокой надежностью и редко требует серьезного ремонта. Помимо этого, автомобиль имеет просторный салон при сравнительно небольших габаритах. Mazda MX-5 Miata. Это культовый родстер, который сочетает в себе простоту конструкции, легкость и исключительную надежность. Этот автомобиль создавался с расчетом на максимальное удовольствие от вождения, но при этом оказался удивительно долговечным. Атмосферные двигатели объемом 1,5 и 2 литра с минимальным количеством сложных узлов могут без капитального ремонта пройти около 300 тысяч миль. Владельцы отмечают, что моторы отличаются высокой надежностью и экономичностью, а механическая коробка передач считается одной из лучших в мире по четкости
скорости переключения передач и долговечности. Кузов этой модели выполнен из легких материалов и отличается хорошей устойчивостью к коррозии. Мягкий верх может потребовать замены через 7-10 лет эксплуатации, но жесткая крыша практически не подвержена износу. Подвеска настроена на спортивную управляемость, а ее простая конструкция делает ремонт недорогим. Данная модель занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самый продаваемый двухместный спорткар в мире. С момента дебюта было продано более 1 миллиона экземпляров, и этот показатель продолжает расти. Многие владельцы MX-5 используют эти машины в любительских гонках, и даже после экстремальных нагрузок автомобили сохраняют свою надежность и живучесть. Все эти автомобили доказали свою надежность временем и эксплуатацией по всему миру. Все они преодолевают сотни тысяч миль без серьезных поломок, а некоторые даже переваливают за 1 000 000 миль. Надежный автомобиль — это не миф, а реальность, если подобрать проверенную модель и грамотно ухаживать за ней.